Здравствуйте, мои дорогие. Привет, моя дорогая. Давайте закрывать гештальты, посмотрим, что между вами не завершено, проявится ли он снова, и разберем эту ситуацию. Так, проявится ли он снова, что между вами не завершено. В принципе, если ты уже открыла это видео, значит, связь между вами еще жива. Ты чувствуешь точно, что... Ну, а вдруг может вернуться, правда? Но почему вы до сих пор не вместе? И главное, что между вами еще не завершено? Сегодня я делаю расклад Таро, который покажет, появится ли он снова, есть ли еще шансы, почему Вселенная до сих пор держит эту связь открытой, почему еще нет завершенного, да, чего-то. И часто мы слышим, так, фокус, часто мы слышим, что забудь его, да, вот девушки говорят, и она такая, да, я понимаю, что нужно забыть, а вот по сути, как забыть, да, если гештальт открыт. Давайте смотреть. Сегодня буду завершать ваш гештальт, закрывать эту тему. И если будет, естественно, какой-то шанс, да, если будет какая-то дорожка еще к вашему мужчине, естественно, я покажу. Давайте же смотреть. Итак, энергии между вами сейчас. Вот что сейчас у вас за энергия между вами? Между вами какое-то новое начало. Так, стоп, будем смотреть. То есть это получается не просто вы в новом начале, а между вами новое начало. Между вами. Энергии между вами. Этот человек может написать вам, между прочим, очень скоро. Ну, такое. Здесь нужно закрывать гештальт. Вот так вот. Тут полную концовку надо делать. Но смотря как. Давайте же посмотрим, насколько вообще реально здесь, как начать заново, да, потому что здесь нужно полностью перепрошить отношения. Здесь карта, вот эти все 6 карт, да, я выложила, чтобы объяснить одну. Карта шута. Начало, нуля. То есть у вас сейчас идет обновление с этим человеком. Вы не можете сейчас там встречаться по-старому, как-то соприкасаться по-старому. Тут либо нужно полностью дойти до завершения и начать заново. Это будут как новые отношения. Насколько это реально? Ну, жизнь показывает, что редко, когда два человека могут забыть, что там было в прошлом, и начать заново путь. Но тут говорят, что через слезы может прийти облегчение, и через конец может идти продолжение. Но это будет продолжение совершенно, ну, сложно назвать словом продолжение, потому что здесь, скорее всего, как новые отношения с этим человеком могут быть. Или же просто новые отношения. Хорошо. Давайте же тогда посмотрим, что остается живым в вашей связи, да? Есть ли какая-то привязка? Вот что еще живет в вашей связи? Что живо? Что живо? Видите, как законсервировано. Что живо в вашей связи? Тут человек еще неравнодушен к вам. Посмотрите, он еще горит желанием быть с вами, как с женщиной. Он еще желает. А вы, смотрите, вы уже в холодных энергиях. Тут огонь, да, король огня, король жезлов, а вы королева мечей. Тут холод. Он вообще думает, что возле вас уже мужчина есть какой-то, да и не один. У вас жизнь бурлит. У вас еще будет другой мужчина. Это он чувствует, вот как, знаете, оно так и будет. Если у вас нет рядышком человека, пентаклевый король стабильный, который действительно вам предлагает руку и сердце, который хочет быть с вами и дает вам возможность развиваться, вот, то такой человек будет. И это будет без него. Ну или параллельно с развитием отношений с этим человеком. Тут какое-то новое идет. Но живо еще его желание к вам. Оно законсервировано сейчас. То есть человек держит его вот в такой консервной банке, чтобы думать о вас, чтобы как-то чувствовать вас. В общем, вы ему не безразличны. Абсолютно. Так, а теперь немножечко про его эмоции, мысли посмотрим, что там в них. Что он думает, да, что вот вообще про что он думает, да, когда вас вспоминает. Вот именно мысли. Мысли. Про что думает? Про то, чтобы
Смотрите, что он думает. Это жезлы, да, у нас тут. А, про близость. Он думает про близость. Хорошо. А эмоции какие вот испытывает, какие-то эмоции? Идут хазарды. Эмоции. А возле него тоже есть какая-то дама. Представляете? Кто она ему? Тут может быть от начальницы, сотрудницы. И если у вас вообще не свободный мужчина, то тут и может быть и супруга. Но тут говорят, что есть какая-то дама. Мама может быть. Вот. Она достаточно такая строгая в этом плане. И его чувства точно не разделяет к вам. Если вдруг как-то рассказал бы вам или что. Ну, вот он сейчас в зависшем состоянии и совершенно не может развивать отношения с вами. Тут, скорее всего, привязка идет, знаете как, к тому, что где он сейчас, да, то есть он сейчас не может оторваться от места, где он сейчас находится. Это может быть и другие отношения, это может быть и работа. Но он там действительно как зависим. Но зависим материально, может, либо зависим психологически. Вот. А от вас он зависим как от человека, потому что как от женщины, которую хочет. Хорошо. А есть ли какая-то, ну вот, о чем он жалеет? О чем он жалеет? О том, что нет в его жизни сейчас такой страсти. О чем он жалеет? О том, что не видит вас. О чем он жалеет? О том, что нет сейчас такой легкости, да, вот как, возможно, вы с ним познакомились когда-то, да, и у вас было все так прекрасно, по его мнению, вот, а потом вдруг раз и как-то все отяжелело тем, что вы попросили других отношений, а он хотел полегче. Возможно, было так. Ну, это его проблема, да. Хорошо, что осталось невысказанным? Что недосказано? Что осталось недосказанным? Он вам не раскрыл какую-то тайну. А что за тайну? Ага, одна из тайн. То ли вы на кого-то похожи из его прошлой жизни, то ли он сейчас ищет такую, как вы. Ну стоп. Что осталось? Что за тайну он вам не сказал? Это тайна до сих пор. Какую тайну он вам не рассказал? Что осталось невысказанным? Ой, девчонки, тут идет такая ситуация, что вы не единственная были у этого человека. Ну, может быть, не одновременно, но вот как-то так. Тайна в том, что он свое насиженное место никогда не бросит. Раз. Он не изменит своих позиций, но дьявол не дает ему покоя. Ну, вот как он любит женщин, наверное. Ну, вас он запомнил очень сильно. Трансформировали вы его сознание, повели по какому-то пути, который он еще не видел. Долгое время он находился в состоянии комы, будто бы, да. Тут появились вы, как какая-то карма на голову. И он себе дал какое-то обещание, я вижу. Знаете, что у вас могло бы получиться, тут если вот женщина хотела бы, она бы его могла там завернуть под венец. Вот так вот, ну так сказали, если вам нужно. Но видите как, это человек, который по сути своей никогда не хотел бы решать сам за себя, да, то есть он предоставляет это женщине рядышком с собой. Да, вот куда покажет, туда идет. Угу. И в этом состоянии он готов быть мужчиной. Какая прелесть. Интересно. Ну, мы продолжим дальше смотреть. Вот, то есть, по сути, из невысказанного есть то, что человек не решает за себя сам. И в этом есть
его большая проблема. Так, хорошо. Давайте посмотрим третий вопрос. Что между вами... Ну вот, давайте так. Хотел бы ли он вернуться, да, к вам? Это уже четвертый вопрос у нас. Нет, все-таки давайте так. Невысказанное невысказанным, а вот что не завершено точно, да, то есть это уже не то, что он там думает, да, а что точно не завершено еще. Что между вами еще не завершено. Какой узел связывает вас, что еще не пройдено. Какой узел вас связывает? Какой узел? Да, у вас еще не пройдена какая-то дорожка любви. Видите, как тут кармические отношения. Так, какой узел вас связывает? Какой узел вас связывает? Какой узел вас? Тут так интересно показывают. Узел брачных отношений вас связывает. Так, во-первых, тут, знаете, показывают еще вторым фоном, у него разборки какие-то в доме, да, если это дом, там, где он находится, какие-то разборки идут. Он чувствует себя уже совершенно не в состоянии праздника. Но этот праздник жизни хотел бы с вами. Тут еще не завершен путь. Тут еще каких-то периодов пройти в вашей ситуации. Либо вы можете пройти их в сознании. У вас сил не хватает уже на это все. Так, ну вы смотрите этот расклад, значит, что-то нужно. Что-то нужно. Какой же узел связывает вас? Что еще не пройдено? Дьявол вас связывает. Тут привязка есть. Вы что-то в этом случае можете сделать? Отвязаться, не знаю, что? Вы хотите отвязаться? Король мечей. Это он должен сделать. Отвязаться. Смотрите, вы думаете о нем только потому, что он думает о вас. Вы думаете, вы на него как-то влияете? Своим магическим взглядом. Конечно, влияете, не спорю, но он делает на вас магию. Что именно? Ну, блин. Что-то он такое делал, короче. Тут от реальной какой-то магической системы, которую он выстроил, до манипуляций, связанных с удержанием вас. Так, чтобы вы зависели от него. Какой-то ключик вы можете получить во сне. Единственный способ получить во сне. Либо сейчас через этот расклад, да, то есть эзотерическим способом. Хорошо, это должно быть пройдено каким образом для вас? Каким образом для вас это должно быть пройдено? Смотрите, показывают вашу мечту. Вы любимая жена, дом, дети. Вы должны состояться как любимая жена. Даже не с этим человеком. Тогда карма обоих будет завершена. Тут больше уже вас показывают. У вас должно быть солнышко в жизни. Это полнейший, безграничный успех в жизни по всем фронтам, по всем сферам. Вы это себе сейчас не даете. Ну, скорее всего, вы не знаете, как это сделать. Оно ваше, оно уже ваше. Это Вселенная вам, дает такой подарок, такую жизнь. Сейчас я смотрю вам, правильно? Поэтому
вам сейчас вот именно услышать, что кармически не нужно ничего завершать с тем человеком. Вам нужно просто здесь, вот сейчас, стать счастливой. Счастливой мамой, может быть, да, либо просто, ну, как женщиной, да, которая начало свои имеет, свои какие-то интересные проекты, то, что любит, делает. Счастливой женой, если вы хотите. Дом. Что вы любите, да, вот какие-то мечты исполняете для себя, далеко ездите, путешествия. Ну, это все. На него смотреть сейчас не нужно. Вам нужно реализоваться как счастливая женщина, которую любит Бог, да, которая окружает только хорошее. Или же она не обращает внимания на плохое, поэтому у нее в жизни все прекрасно. Но так как мы сейчас, да, завершаем гештальт, и у меня еще осталось, ну, как минимум 3 или 4 вопроса, 4, то будем смотреть дальше. Вот. Это все интересно, тут у нас целый фильм разворачивается, прям сериал. Так, хорошо. А давайте посмотрим, хочет ли он вернуться. Я собираю эти карты, потому что они как-то больше к вам относятся, оказалось. Ваша любовная дорожка. Хочет ли он вернуться? Давайте это оставим. Так. Оставайтесь на месте, сейчас будет. Ага, все. Хочет ли вернуться его тайные желания, внутренние сомнения? Хочет ли он вернуться? Вот так вот. Кстати, вот этот расклад, вот ровно по этим вопросам я делаю лично, да, если такое интересует, я лично могу сделать такой расклад. Ровно по этим вопросам, которые я сейчас задаю. То есть это не один вопрос, это полная разборка отношений, гештальта и так далее. Поэтому смотрим. Если ты сейчас на этом раскладе, поверь мне, это, ну, наверное, больше, чем 90% здесь того, что принадлежит тебе. Вот, поэтому, возможно, личный расклад вообще не нужен. Так, хочет ли он вернуться? Итак, хочет ли он вернуться? Девятка хазартов. Вот когда деньги будут, например, да, вот такой вот ответ. Так, давайте вот так, чтобы видно было. Хочет ли он вернуться? Женщина скажет, хочет ли он вернуться. Нет, смотрите, ну вот что вам сказать? Вот что вам сказать? Кто тут победит? Какая женщина за него будет бороться с той женщиной, с которой он может иметь много денег, достаток, спокойствие жизненное. Вот с той он и, ну, в принципе, готов быть. Но ему хорошо, вот, например, в той ситуации, в которой он находился бы сейчас, то, что женщинам не нравится. Да. Ну вот если треугольник, да, то тогда интересный, харизматичный, но бездеятельный тип. Вот так показан. Он сам еще, вот видите как, может ему 100 лет, а он как ребенок. Да, тут какая-то, знаете, мне видится проблема либо чрезмерная гиперопека матерью, либо наоборот. Что-то с мамой связано. Либо наоборот, просто ненависть какая-то была к ребенку. Що занадто, то не здраво, да, як кажуть поляки. Хорошо, его тайные желания здесь просвечиваются так, что было бы классно втроем. Чтобы за него боролись женщины. Вот тогда он просто царь и бог. Вот тогда он чувствует себя султаном. Вот. Много лучиков. Ему и 3, наверное, тогда. Как мало. Но это не тот султан, который женщин обеспечивает. Это что-то другое, когда эти женщины балуют его. Боже, какой капец. Какой капец тут показывают. Я многое здесь не произношу, потому что меня бы, наверное, YouTube не пожаловал. Но будем продолжать. Будем продолжать. Тайное желание. Боже, тайное желание, чтобы прям отбиваться он мог от желания женщин в его сторону. О, Боже, парень, по-моему,
Все нормально с ним вообще. Я не буду тут психологически его разбирать, конечно, полностью. Вот, потому что, наверное, это что-то личное. Так, давайте пятый вопрос. Что или кто сейчас стоит между вами? Вот. Хотя тут нам, в принципе, уже показали. Кто-то стоит между вами. Десятка кубков. Слушайте, он семейный. Что между вами? Или смотрите, или он не хочет семьи, да, и он вообще полный холостяк по жизни всегда, укомплектованный холостяк, вот, и он не желает быть в семье, либо он семейный человек. То есть тут две крайности могут быть. То есть семья стоит на пути, семья. То есть либо ваше желание семьи с ним, и он подспудно как-то, да, вот подсознательно этого боится. Вот. Либо женщина какая-то, которая является его женой. А если вы его жена, то это и является проблемой. Вот так. Проблемой, что стоит между вами. В общем, странный он человек. Зовнешние, внешние преграды. Зовнешние. Внешние и внутренние преграды, да, что тут? Ну, во-первых, все зависит от материальной стороны и того, что вот реально хотелось бы в эмоциях иметь большую свободу. Ну, то есть, когда любить не одну женщину, а нескольких. Слушайте, вот это капец. Хорошо. Не, ну я тут не то, что я не возмущаюсь, конечно. Все мы люди. Ну, смешной тип. Так, хорошо. И теперь переходим к вопросу, который интересует многих. Появится ли он опять в твоей жизни? Появится ли физически в твоей жизни? Ну, не знаю, там, письмом, может, проявлением, не знаю, еще как-то, поцелуем. И каким образом он проявится? Так, проявится ли он в твоей жизни еще? Появится ли он в твоей жизни? Опа. Ну, не сейчас. Тут карта звезды. Появится ли в твоей жизни? Появится ли в твоей жизни он? Он проявится, знаете, в какой ситуации, когда у вас уже будет много мужчин, и они будут бороться за вашу руку и сердце. Это будет не сейчас. Сейчас он просто не может, у него то ли денег нет, то ли ресурса нет какого-то. Ну, в общем, он нищий в чем-то он нищий полностью. Но будет интересное время, когда за вами будет просто ухаживать очень много мужчин. Вот, ну, 5 как минимум. И вот он среди этих всех товарищей будет один из них, который вам напишет, позвонит, не знаю, придет, будет просить что-то, цветы дарить. Будет как-то проявляться. Прогноз на ближайшее время. Случайная встреча. На ближайшее время у нас 5 кубков. На ближайшее время. Нет, человек, знаете как, в вечной перемене себя. Вечно он трансформируется. Должно пройти, знаете, какая-то прям глобальная какая-то трансформация, глобальное изменение, чтобы он как-то проявился. Он сейчас не может проявиться, но максимум там что-то с перепиской может быть связано. Максимум. Это если он еще достучится до вас. Да и у вас такие же, знаете, изменения. Чувствует вас, да, то есть тут есть возможная любовь, но он такой король сидячий на своей 5 точке, потому что у него, в принципе, 10 кубков, 10 пентаклей. Есть то, что дает ему материю, да, материальное. Это могут быть деньги. С вами он, ну как, может, не смог бы, допустим, иметь такой материальный достаток. Вот. Или же боится потерять что-то, потерять там, где он находится. Поэтому и показывают 5 хазардов, да, то есть он нищий в чем-то будет, если он буквально вот обратит внимание на вас. Ну вот так вот идет. Давайте так, придем к самому главному, я думаю, вопросу. Это все-таки, что вам делать с этим всем?
Что вам делать с этим всем? У вас будет новая пара. Вам нужно встречаться с мужчинами, просто смотреть на них. У вас будет другое отношение к этому человеку, другое отношение к себе. Вот так что, вот что делать. Это самое сейчас интересное. А с ним что делать? Заморозьте сейчас пока что отношения с ним, раз он не проявляется. Вот оно постепенно придет к логическому завершению этой ситуации. То есть тут будет закрыт гештальт. Либо проявится, либо не проявится, но сидеть со сложенными ручками и ничего не делать для своей жизни, не для этого человека, а для себя. Ну, это сейчас очень плохо. Нужно просто больше сейчас обратить внимание на себя. И тогда вот этот гештальт, он будет закрыт. Что делать с его отношениями? Ну, вот так вот, пока заморозьте, если этот человек не собирается проявляться. Здесь хорошее выражение, вы, наверное, уже 100 раз слышали у меня на канале, что если женщина остается сама хотя бы на час, она свободная женщина. Вот. Ну, смотрите, как у вас. Держать, отпускать, тоже вам все сказали, мои хорошие. Поэтому, что еще могу сказать, да, вот по этому гештальту, да, по закрытию гештальта. Здесь можно закрыть прямо в этом раскладе, да, и начать какое-то свое движение, свое развитие, свою новую веточку. И что ж, иногда, чтобы завершить связь, нужно услышать такую правду. Иногда судьба просто ждет, когда вы оба созреете. Ну, смотрите, здесь немножко по-другому, да, здесь мужчина довольно-таки интересный тип. Можете написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Даже, в принципе, поставить, где именно, да, вот как вы там делаете, когда ставите время, да, временные теги. Чтобы я поняла, что у вас именно за ситуация, мне будет интересно. Так что, если откликнулась, если хочешь продолжение такого расклада для тебя именно, то подписывайся. Тут для подписчиков достаточно много интересной информации. А я буду ждать тебя. Спасибо за лайки, комментарии, за финансовую поддержку, мои дорогие, кто это делает. Благодарю вас за все. Пускай вам Вселенная в разы больше дает подарка. Пока-пока.